Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Сегодня решил записать такой небольшой ролик, потому что постоянно показываем, как все четко, как работа какая слаженная, как все идеально получается. Ну а сегодня покажу, в принципе, сам процесс и что оно не все так гладко и все ровно, как на картинке. Вот сейчас у меня еще не законченная комната, идет второй месяц, уже заканчивается ремонт, но, слава богу, это вот последнее помещение, которое осталось сделать. Я вам чуть попозже покажу уже сделанные. Одна комната, коридор, кладовка. Уже мансарда почти готова. Это вот осталась одна вот эта комнатка. Ну и начну с того, что покажу вам, как выглядит на самом деле гипсокартон, пока он еще не запаклен, не покрашен, не сделана какая-то тут декоративная штукатурка. В общем, финишная отделка. Вот собираю здесь каркасы под шкафы. Ну, допустим, вот какой здесь есть у меня моментик. Вот пока ловил здесь геометрию. Ну, естественно, шов ушел. Ну, здесь на самом деле сложно все, косые потолки. В общем, где-то чуть-чуть нет угла 90 градусов, потолок ушел. Первый лист, чтобы выставить в ряд, ну, чуть-чуть сместился. Соответственно, щель я запенил. Все это потом зашпаклюю, заармирую лентой. Видно, ничего не будет. Еще такие вот моментики есть. Щели есть по 2 мм, по 3 мм. Тоже это все потом заделается, все будет красиво. Ну, пока так. Вот даже возьмем откос. Тоже есть какие-то косячки на нем. Сейчас камера сфокусируется. Вот. Будем это все равнять, шпаклевать, чтобы угол был идеальный. По поводу вот такой стенки, если у кого-то есть подобная крыша, вот эти стойки убирать нельзя. Я рискнул, конечно, одну стоечку я убрал вот здесь, потому что здесь будет ниша, в нее будет встроена кровать, ну, стойка здесь мешала. Ну, а так все стойки есть, здесь стойка зашита, здесь стойка зашита. Еще один момент есть в том, что на противоположную сторону, у меня другая комната, я взял профиля 50 на 40, 50 на 50, 50 на 40. Это была ошибка. Вроде сама балка у меня 150 на 50. Не забывайте тот момент, что она где-то идет вертолетом, где-то чуть-чуть криво. И получилось так, что если ставишь профиль 50, то доска где-то с какой-то стороны выпирает. Поэтому уже я здесь такую ошибку не совершил. На другую комнату уже заказал 75-й профиль. Его четко хватает, чтобы его зашить с двух сторон. Тоже моменты такие, которые приходят только с опытом. Попробовал, понял, не пойдет, в следующий раз уже сделал правильно. Гипсокартончик использую, тот, на котором я делал недавно эксперимент, посвященный тому, что можно ли клеить обои на незашпакленный гипсокартон или нет. Ссылочка сейчас появится вверху экрана, кому интересно, посмотрите. В этой нише будут полочки металлические. Ну, здесь будет всякое оборудование от видеонаблюдения, интернет и тому подобное. Допустим, где будет шкаф под вещи, вот здесь. Здесь везде внутрь вставлены деревянные закладные в местах крепления полок. Так что полки не просто гипсокартона будут крепиться. Здесь будет столешница, письменный стол. Здесь тоже вот так у меня пришита доска. Закладные стоят за гипсокартоном, они зашиты, их не видно. Вот как я креплю основную направляющую, вот эту стойку. Просто на крокодил ее прикрепил. Пока что она вот немножко болтается, но когда мы ее обошьем с двух сторон, все будет плотненько стоять. Везде на профилях, которые примыкают к стенам, к полу, везде здесь приклеена демпферная лента, поэтому такой зазорчик там кажется, что он есть. Там везде ленточка у нас. Нету нигде жестких примыканий. Вот этот угол вверху тоже зарезан под 45 градусов. А вот от него остатки. Сейчас я вам покажу, чтобы вы поняли. Вот так вот все режется, все это дорабатывается, подшлифовывается, чтобы получалось вот такое примыкание. Вот вверху и везде внизу такое будет. Ну и соответственно вот эта вся плоскость, вот здесь надо будет запиливать под 45. И вот эта плоскость, которая вниз уходит, тоже под 45. То есть работа такая достаточно интересная, достаточно сложная по-своему. И соответственно стоит недешево. По инструментам, в принципе, вот что мне нужно для монтажа. Коронка, ну это хотя для плитки коронка, но я в гипсокартоне вырезаю под подрозетники. Просекатель тоже нужная вещь. Струбцины обязательно нужны, где-то что-то закрепить, гипсокартон тоже
понадобится. Рубанок для гипсокартона маленький, ему очень много лет, но пока что работает нормально. Терочка нужна будет где-то что-то почистить. Шуруповерты, кстати, я не прикалываюсь каким-то дорогим инструментом, супер дорогим, типа там Hilti, Festool, Milwaukee и так далее. Вот у меня метабовские вот эти шуруповерты. Одному уже лет 6, второму года 3. Они работают, никогда с ними проблем не было. Не было у меня еще ни разу такого, чтобы батарейка не успела зарядиться. Были большие объемы, постоянно крутишь гипс, но батарея здесь заряжается буквально там 15 минут, и уже зарядка полная. И мощности хватает, и объема аккумулятора мне вполне хватает. Зато они легенькие, рука не устает их держать. По сравнению, если вы возьмете, например, 5-амперный аккумулятор, такую бандуру, подержите целый день в руках. Ну, особого прикола в этом нет. Сабельная пила такая, макитка, иногда тоже нужна в работе для гипсокартона. А здесь у меня 2 лазера, тоже нужно 2. Есть такие места, где лучше всего перекрестно ставить лазер, особенно в таких всяких разных конструкциях. Ну, болгарка, само собой, профиля ножницами практически никогда не режу. Все режется болгаркой, чтобы было все ровно. Лобзик как раз таки и нужен для того, чтобы запил делать под 45. Можно циркуляркой, но мне не нравится. Она и пылит, и пылесос есть, нет, все равно пыли больше, чем от лобзика. Ну, перф тоже все. Обычный у меня инструмент, нет ничего такого космического. Я в одном из видео уже говорил, что не считаю нужным тратиться сотни тысяч рублей на этот инструмент. Работу выполняет одну и ту же. Есть, конечно, вещи, без которых не обойтись, но я думаю, покажу их потом в других видео. Ну вот как раз таки стоит одна из этих вещей, пылесос. Это не дешевый пылесос, но вот на пылесосе экономить нельзя. Он должен отлично выполнять свою работу. Нужны еще и обычные пузырьковые уровни, без них никуда. Неважно, есть у вас уровень лазерный, нету, но эти вещи, это азы, это основа, они должны быть у любого мастера. Идем еще покажу. Для гипсокартона подъемник очень нужная вещь. Повесить можно потолки вообще одному без проблем. Кто не видел, вот я вам показываю. Ну, здесь еще такая приблуда крепится, на которую вы ставите лист. И потом его поднимаете и к потолку. Подняли, она чуть ли не до 4 метров, 3,60, по-моему, по высоте она выдвигается. Вот еще самое главное, это уборка. После каждого рабочего дня нужно сделать уборочку. Поэтому вот такая штучка есть интересная. Прикручиваете просто шпатель к палке, к удочке малярной. И вот такая вот хорошая вещь. Кстати, не только для уборки, но в чем еще ее преимущество? Можем выдвинуть на определенное расстояние. И где-то есть такие работы, где нужно почистить стены или почистить потолки. Тоже может кому-то пригодиться как идея. Возьмите себе на вооружение, если кто-то, может, не видел таких самодельных штучек. Так что на всех этих этапах работ, даже у профессионала, да я думаю, даже ни у одного профессионала нету такого, что все четенько, все идеально по струночке. Всегда есть какие-то проблемы, которые в процессе мы решаем, чтобы в оконцовке потом клиенту выдать готовый результат, где он обрадуется, с радостью вам отбашляет, скажет вам спасибо, пожмет руку, все будут счастливы и довольны. Ну а давайте теперь дальше. Покажу пока в черно-белом цвете, что уже сделано. Оставлю интрижку, а потом уже покажу вам через какое-то время уже готовый ремонт. Ну, естественно, все вот эти вот остатки, здесь металл, здесь гипсокартон. Так что на объекте не всегда все так чистенько и культурно, как вы можете видеть на видео. Вот здесь уже готовое помещение, тоже посмотрите. Ну, девать некуда было, конечно, здесь много всего. Инструмент стоит пока что в кладовочке. Здесь тоже все в материале, в инструменте, в готовых комнатах. Когда все будет чистенько, здесь все уберу, все помою, пропылесошу, покажу, что получилось с этой мансардой. Кстати, для тех, кто впервые на моем канале, не знает, это была даже не мансарда. Это был холодный чердак, из которого я сделал жилое помещение, жилую мансарду.
Просто глухая крыша была. Врезались мансардные окна, установилось окно на фронтон. И получился вот такой вот второй этаж площадью 55 квадратных метров. Буду по возможности еще снимать такие ролики. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Скоро увидимся.